Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из плагина для WordPress Contact Form 7 в сервис email рассылок Unisender. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые обращения из Contact Form 7 в другие системы. Например, в Unisender вы сможете добавлять новые контакты, настраивать по ним email рассылку и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Contact Form 7. На этом этапе вам необходимо указать действие «Принять данные». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Contact Form 7 к сервису Apex Drive. В этом окне вы можете дать название аккаунту или просто кликнуть «Сохранить». Далее вам необходимо скачать плагин для WordPress и установить его на вашем сайте. После того, как вы его установите и активируете, в настройках Contact Form 7 появится новая вкладка Apex Drive. После того, как это произошло, необходимо скопировать URL для приема данных, на который будут приходить новые обращения через Contact Form 7. Скопированный URL необходимо вставить в соответствующее поле на вкладке Apex Drive. Также не забываем включить передачу данных в Apex Drive. После всех изменений кликаем «Сохранить». Теперь нам необходимо сгенерировать новые данные, а именно перейти на ваш сайт и заполнить форму, созданную при помощи Contact Form 7. После того, как обращение успешно отправлено, переходим в Apex Drive и продолжаем настройку. Теперь это окно можно закрыть и перезагрузить страницу. Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Шаг с редактированием настроек можно пропустить, поскольку мы уже вставили URL для приема данных в необходимое место в настройках Contact Form 7. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Contact Form 7 успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Unisender. Далее необходимо выбрать действие «Добавить email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Unisender к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Unisender. Далее необходимо перейти в настройки аккаунта. Теперь переходим на вкладку «Интеграция и API». На этом этапе вам необходимо скопировать ключ доступа к API. Для этого кликаем «Показать его полностью». В этом окне вам необходимо указать пароль личного кабинета Unisender. Когда ключ отобразился полностью, копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать список, в который вы хотите передавать данные из Contact Form 7. Далее вы видите поля, которые необходимо заполнить для создания нового контакта.
В эти поля вы можете назначить переменный из Contact Form 7. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Unisender в качестве новых контактов при каждом новом обращении из Contact Form 7. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Unisender». После успешной отправки переходим в Unisender и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Unisender успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!